Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Не буду говорить стандартную фразу, что давно меня не было на канале, но, слава богу, наконец-то я подключилась. Итак, сегодня я покажу все, что было связано у меня за время моего отсутствия, а это около 3 недель. Да. Закончила я последнее видео на том, что показывала моточки зеленой пряжи и говорила, что буду что-то зеленое вязать. Так вот, вот это зеленое у меня связалось. Это вот такие вот лягушечки. Вроде бы и Новый год близится, но заказывают игрушки, ну, не всегда, именно там зайчиков, котиков, да. А вот бывают и такие, ну, я бы сказала, нестандартные. Не знаю почему, но, в общем-то, лягушки. Не знаю, может быть, символ чего-то это, но вот такой вот заказ. Возможно, это видео будет немножко сумбурное, потому что я вроде бы пыталась снимать кусочки видео, какие-то там нарезки, то, что я делала, какие-то процессы, но потом я заболела, и мне не хотелось снимать. Ну вот. Ну, возможно, я их вначале вставила. Ну, не выкидывать же. Вот. Все-таки вам добавлю. Может быть, где-то в серединке что-то добавлю. Ну, это вы уже по ходу действия увидите. В общем, вот такие вот лягушечки. Автора я не запомнила. В общем, лягушка Хьюго, мастер-класс платный. Так, сейчас найду. Так, в общем, автор Марина Чучкалова. Вот такая вот лягушечка. Вот, и, в общем-то, ссылочку на сайт, где можно приобрести мастер-класс, я оставлю. Вдруг кому-то приглянулась. Сразу скажу, что игрушка довольно-таки, как сказать, она не сложная, но она на проволочном каркасе, у нее вот ручки-ножки гнутся, да, но такая, то ли муторная, то ли, как сказать, ну, не каждый любит вязать, допустим, вот такие вот тонкие ручки. Плюс туда проволоку потом засунуть, глазки вот эти пришиваются. А можно, конечно, было вставить какие-то пластиковые желтенькие, но у меня таких не было. И вот вышивка, французские узелочки, да, там пришить надо ручки-ножки, потому что это детальки раздельно. Я, по-моему, кусочек видео снимала с детальками. Я их сразу навязывала много, а потом уже собирала. Ну, в принципе, я часто так делаю. Ну, в общем, не приучу себя по одной игрушке собирать. В этот раз у меня игрушки разных цветов. Я не знаю, нужно ли называть по цветам. Но здесь у меня Ярнар Джинс и Ализе Cotton Gold. Ализе Cotton Gold. Вот. Совсем уже забыла, потому что в основном вяжу сейчас из плюша. Вот. Такие вот красоточки. Красоточки. Жабы. Красоточки. Лягушки. Ну да, в общем-то. Лягушата. Вот такие вот они интересные. Я уже как-то вязала. У меня был заказ на 3 штучки. И вот этот раз уже 6 штучек у меня. Ну, в этот раз у меня даже есть в одежде. Вот такие вот бриджики. Все это дело съемное. Здесь у меня также вышиты эти бородавки. Немножко как-то вот, ну, может быть, в плотность не попала, или я не знаю, может быть, так и должно быть. Но мне кажется, что у меня футболка как-то топырщится. И вот так, если видите, как-то вот она, трапеция у меня так связалась. Хотя одинаковое количество петель у меня здесь, вяжется с петлей подъема. В общем, должно быть все нормально, но как-то не очень получилось. И у меня частенько такая история с одеждой. Я даже как-то вязала по мастер-классу мишку
по Марии Устюшкиной, и там был комбинезончик для Мишки. Так вот, он по размеру мне не подошел. И потом еще что-то, я не помню точно, вязала. Вот у меня постоянно, ну вот, если по мастер-классу вязать четко, то у меня одежда не подходит. Надо мне менять количество петель. Ну, в общем, не знаю, как-то я не так вяжу. И следующая шикарнейшая лягушка, это вот в таком вот дождевике. Она мне больше всех понравилась. Дождевик снимается, ну, в общем, если раздеть, то она будет просто вот такая вот. Поэтому я не буду раздевать. Покажу здесь. У меня вот такие вот сапожки. Сапожки довольно-таки, ну, и красиво выглядят, ну, и довольно-таки долго вяжутся. Как-то у меня вот здесь не очень аккуратно узелок спрятался. Ну, это если не придираться, то, в принципе, все нормально. В общем, такие вот сапожки. Правда, здесь вот такая вот ножка. Но ничего, она туда залазит и прям хорошенечко так держится. Они не спадают. Так, что у нас здесь? Также бородавки. Полотно у меня получилось, знаете, такое колом. Скорее всего, мне нужно вязать одежду из акрила, может быть. Потому что из Yarnart Jeans, ну, прям такая жесткая получается. И капюшон туда вот не опускается у меня. Он прям, ну, очень так стоит. Стоит. Ну, в общем, как-то оно не так. Видите, оно у меня держит форму. Так же не должно быть. А если я возьму крючок побольше, то, ну, в общем, размер не подойдет. И то я вот это вот все дело вязала крючком 2,25. Ну и как бы вязка довольно-таки хорошая, дырок нету. Ну, если где там прибавка, например, ну, это уже если сильно заморачиваться. А так вот и Alize Cotton Gold, и Yarnart Jeans я вязала все одним крючком. Хотя обычно я двойкой вяжу, но в прошлый раз я когда вязала этих лягушек, они такие худые маленькие получились, я вот решила на четвертиночку взять побольше. Ну и в принципе результат меня устраивает. Так, что-то долго я здесь размусоливаю. Так, не знаю, в общем, что еще сказать. В общем, такие вот шикарные лягушки. Если вдруг кому-то интересно, то вот этот, ну как сказать, вот лягушку, на всю лягушку у меня уходит 3 часа. То есть связать лягушку где-то час с чем-то, может час 40. И вот это все соединить, вышить, оформление где-то 1,5 часа уходит. Вот. И потом вот этот вот костюмчик я вязала по часу на футболку, час на шортики. Вот эти вот бриджики уходят. То есть так 3 часа лягушка, да, а так уже 5 выходит. А вот эту вот я вязала 3 часа плащ и сапожки. В общем, 2 часа на плащ у меня ушло и час на сапожки. Специально засекала, чтобы, ну, в общем, понять, какая стоимость должна быть у игрушки. Вот. Обычно я так сильно не заморачиваюсь, но в этот раз как-то думаю, вдруг мне придется в следующий раз вязать, и это будет совершенно невыгодно. И вот я засекла. Ну, как говорится, развлекаюсь как могу. Следующая корзинка у меня это вот такие вот милые зверюшки. Хоть здесь и нет пятнышек, но я думаю, понятно, что это жирафик. Здесь просто пятнышки, ну, как-то не подходят. Ну, куда? Вот сюда прилепить, сюда. Ну, вот эти вот копытца уже как будто бы пятнышки. Но зато здесь вот такая вот шикарная грива. Мне очень понравилось. Обычно как бы жирафика вяжут, и, ну, отличительные части это пятнышки, да, и вот эти вот рожки. Ну, а тут прям вот такая вот игрушка получилась. Я думаю, что схемка узнаваемая. Это мастер-класс Magnolia Toys. Если кому-то понравилось, то я, как обычно, оставлю ссылочки в описании, и вы
пройдете на сайт и там сможете приобрести мастер-класс. Мастер-класс это платный. Да и, по-моему, у меня сегодня будут все игрушки по платным мастер-классам. Хотя нет, 2 игрушки у меня будут там бесплатные. Так, в общем, вот такая игрушка, она цельновязанная, то есть рожки ввязываются, ушки вывязываются, ручки ввязываются, ножки тут специальным образом вывязываются, и хвостик тоже вывязывается. Вот такой вот прикольная кисточка. Это, наверное, самая любимая моя схема такого вот формата. Я первый раз вязала оленей по такой вот схеме. И мне прям очень понравилось. Они прям вяжутся на одном дыхании. И самое главное, что здесь не надо ничего пришивать. Это самое главное. Потому что даже вот эта вот мордочка, она тоже ввязывается. Ну, в общем, мастер-класс шикарный. Ну, единственное, я вот... Видите, мне нужно было 2 мальчика, 2 девочки связать. Я не знала, как обозначить реснички мальчику. Вниз не хотелось, потому что он грустный получается. Поэтому я ему так вверх и вниз вышила. А девочки вот 2 вверх. Ну, в общем, как-то так. Наверное, не особо понятно. Ну, в общем-то, ладно. Бантик здесь такой вот пришила в мастер-классе. Я не помню, есть он или нет, но там на фотографии был такой розовенький из полухлопка. Но я решила не заморачиваться и связать вот такой вот. Ну, в общем, такой побыстрее будет. И у меня здесь 2 мальчика, 2 девочки. Хотя я думаю, что их поставлю на заставку, и вы их и так уже заметили. Вот такие чудные малыши. Так. Итак, очередная моя коробочка с готовыми работами. Это вот такие вот львятки. И вот эти уже львятки связаны по бесплатному мастер-классу. Ох. Прошу прощения, автора не помню. Ну, в общем, ссылочку на мастер-класс я оставлю. Но, смотрите, там в мастер-классе это не лев, а мишка. Мишка-пончик. Вот. Но как-то меня одна из заказчиц попросила из-за льва. В общем, из этого мишки сделать льва. Вот. И, в общем-то, потом у меня еще заказали таких. Только в этот раз попросили сделать хвостик подлиннее. Я делала где-то вот такой вот небольшой, он здесь вот заканчивался, но попросили немножко побольше. Не знаю, не слишком ли он длинный, но, наверное, вот в мультиках он такой и есть, подлиннее. Здесь сделала вот такую кисточку из полухлопка. И вот такой лев у меня получился. Как вязать гриву? Это просто такие петельки вывязываются по всей голове. Вот я так в каждом ряду вывязывала. И петельки я подсмотрела, как вязать на канале «Вязаные истории». У девушки Юлии есть прекрасный мастер-класс на львенка. Но он был просто больше по размеру, чем нужно. И поэтому, ну, в общем, я вязала потому, как мне нужно было по размеру. Но вот идею с гривой я у нее взяла. Так. Быстренько представили, сколько здесь может быть игрушек. И так, подумайте. И давайте проверим, угадали вы или нет. Еще есть вот такие. Вот такие вот прикольные львята. Это я вязала из воланца. Да, в принципе, и то, и это. Не знаю, нужно ли кому-то по цветам или нет. Так. Ну, на всякий случай скажу, вдруг кто-то захочет повязать таких. Смотрите, гриву я вязала горчичному из 19 цвета. А тело у меня 37. Вот здесь он такой невзрачный. И какая-то нитка там такая в образце. Но по факту, вот смотрите, довольно-таки
хорошая пряжа. Все красиво получилось. А желтенький, обычно я вязала из желтого Ярнар Дольче, но в этот раз мне пришла пряжа какая-то вот такого вот цвета. Он не совсем желтый, он такой больше лимонный. Я, в общем, даже не знаю почему, но очень сильно отличается. Я даже сейчас львят уберу и покажу, насколько разная пряжа. В общем, здесь грива у меня это 28 цвет, цвет карамелька, вот такой вот. А тело 44-м вязала. Вот тоже, видите, здесь он такой бледненький. Но по факту в игрушке хорошо смотрится. В общем, такие вот малыши. Хвостик здесь тоже подлиннее. И вязала я хвостик, знаете, способ есть. Всякие шнуры крючком. И я вот на 2 петельки вязала такой шнур. Ну, потому что сюда просто цепочкой он как-то не очень подходил. И вот давайте покажу вам пряжу. Смотрите, я обычно люблю желтый цвет. Вот такой вот Ярнар Дольче 761 цвет. Он красивый, желтый. Ну, вроде бы передает. А в волосе такого яркого нету. Есть вот такой вот, знаете, светло-желтый. Или говорят, сливочно-желтый. Ну, в общем, вот такой вот. И у меня есть в заказе игрушки. В общем, там жирафики нужно вязать. И я, в общем-то, докупила пряжу. Такую желтую, недостающую. Мне пришла пряжа с вот такой вот новой этикеткой. И она неоново-желтая. Вот, смотрите. Если вот так сравнивать, то, ну, видно даже на камеру, то, что это совершенно другой цвет. Поэтому имейте в виду, если кто-то, допустим, вязал игрушку и думает, сейчас докуплю пряжу, свяжу потом оставшуюся деталь, да, то лучше так не делать. Если у вас какие-то остатки, то комбинируйте, чтобы у вас хватило на игрушку. И не ждите, что с новой партии вам придет один и тот же цвет. Вот. Мне, кстати, сейчас кажется, что вот у Дольче появляются многие цвета как будто бы из Воланса. Потому что я вот смотрела, ну, там, ВКонтакте сторис девушки, которая пряжа, да, продает. И она показывала цвета, там добавились новые. И не полностью похожи на палитру Воланса. Ну, не знаю, может быть, это мои такие догадки. Ну, просто вот этот вот желтый. Ну, понятно, что я его тут трогала. Может быть, он уже не такой чистый, да, или как сказать. Так, как же показать? Ну, в общем, вот этот вот желтый, он как будто бы отсюда. Он прям очень, видите, похож. Так что вот такие вот дела с пряжей. Лучше сразу брать упаковками, либо вот на конкретный заказ все цвета. Так, следующее. Так, ну ничего не могу сделать с этим солнышком, засвечивает. Ну, вот буду с собой загораживать. Потому что солнце повернулось, и все. Надо было либо раньше снимать, либо вчера. В общем-то, как-то так. Итак, я связала вот таких вот песиков. По-моему, в предыдущем видео я показывала, что вязала спаниелек, корги. И вот это вот тоже мастер-класс этого же автора. Так, подсмотрела. Автора зовут Ирина Ремеслова. Все, также я оставлю ссылочку под видео на мастер-класс. Мастер-класс платный и, ну, такой не дешевенький. Но еще раз повторюсь, в том видео говорила и в этом видео повторю, что игрушка не для новичков. В мастер-классе нет ни видео, ничего, как, допустим, пришить ушки. То есть самих петель, да, как пришивать нету. Есть просто наметки там иголочками, да, как, ну, где пришить, показано, где хвостик пришить. Но сами моменты, как что делать, там нету. Есть оформление там мордочки, да, там что-то такое. Ну,
В общем, такой, если вы уверенный пользователь крючка, тогда да, берите, вяжите. А если нет, то, ну, не знаю, не то, что не советую, но просто, чтобы вы не разочаровались. А знаете, бывает, новички увидят какую-то игрушку и такие: о, я сейчас такую же свяжу. А, может быть, не с первого раза получится, например. Разные у них здесь ошейнички. Ну, так смотрела примерно, какие по цвету подойдут. И такие вот и вязала. Плюс еще немножко остатки извязала. Знаете, когда остается небольшой такой моточек, то вот на такие вот изделия подходит. Глазки здесь разные. Вот голубые, мне кажется, так подобрее песик кажется. А вот с такими, ну, прям овчарка-овчаркой. Вот такие малыши. Еще у меня здесь хаски есть. Здесь вот такая вот грудка вывязана, пушистенькая. В общем, все как положено. Вот такая красотка. Здесь ножки на суставах. Хотела сказать на шплинтах. На суставах. Вот такие вот. Так. Ну, эти две одинаковые. У них разница только в ошейниках. Вот. Такие. И еще две серенькие. И вот я сразу заметила, что я не вышила здесь такую штучку. Вот. Опачки. И у этого не вышила. Так, надо будет сейчас исправить. Хотя заказчица вчера послала фотографию, и она мне ничего не сказала. Наверное, тоже не заметила. В общем, этим двум нужно будет сейчас вышить пятнышко вот такое вот. Характерное, да? Вот. Такая собачка. Там, видите, у меня здесь вот такие резкие переходы, а в мастер-классе у автора, ну, здесь вот прям такие ровненькие. Ровненькие. Ну, в общем, ряды такие ровные. Я думала, что какой-то способ есть вязания, но нет. Там просто вот это дело зашивается пряжей, либо подклеивается пряжа. Ну, в общем, мне такое не подходит. Я так оставила. Как бы, ну, шерсть так неровно легла. Ну, в общем, не критично. Но это вот у меня только на одной из лапок так получается. На второй у меня, видите, немножко по-другому. Здесь белое выступает, а здесь вот черное там провидневается. Так. Главное не забыть после видео вышить собачкам эти штуки. Так. Так, если вы еще не устали от меня, я вам сейчас еще игрушек покажу. Ну, что-то я не подготовила к видео, нужно было все вытащить из пакетов, но у меня так лежало. Так, все узнали. Это мои любимые зайчики. По мастер-классу Magnolia Toys Марии Штурниковой. Так, у меня в заказе вот такие вот молочные. Так, где ты? Где ты, где ты? Ладно, потом найду. Вот такой вот бирюзовенький. Серенький. Ссылочку оставлю, но я думаю, что все, кто хотел, уже связали. И вот новиночка у меня. Это вот такой вот черный. На него, конечно, все цепляется, но он такой прикольно получился. Я ему вышила здесь белки, брови, вот видите, он как реснички, да, эти есть. Вот такой вот малыш здесь у него, как обычно, вот белые эти штучки, пяточки. Хвостик сделала беленький. Ну, думаю, так интереснее будет смотреться, чем просто черный. Вот такой малыш необычный. Ну, единственное, что плохо, нужно вязать только при дневном свете. Вечером так не повяжешь. Так, 6 зайчиков. Котики. Ну, котики все знают, но все равно ссылочку оставлю. Вдруг кто-то новичок и случайно забрел на канал. Ссылочку тоже оставлю. Это бесплатный мастер-класс. Это платный, а это бесплатный.
Вот. Бирюзовый. Ну, в общем-то, был у меня моточек от этого, и я вязала. Вот такой вот серенький. Так, вот такой вот желто-оранжевый. А ножки я не стала беленьким вывязывать. Вот таким вот. Остаточек лежал у меня. Все в дело пустила. Розовенький, конечно же. Из новеньких я попробовала связать однотонных. Ну, думаю, свяжу, понравится, закачество, значит, заберет. Нет, значит, ну, какие-то другие свяжу. Но она посмотрела, и ее все устроило. Забрала. И вот такой вот. Такой красивый цвет. Это 28 цвет Воланс. Если вдруг кому понравился. Красивый такой котеночек получается. В таком цвете. Так. Черненькие. 3 штучки. Вот. Тоже сейчас вот то серым засвечивает, да, и вот видно, что на них все цепляется. Ну, не знаю, они первый раз заказывают, как бы, видимо, детям нравится. Или, может быть, не детям. Не знаю, ну, кому-то берут. И 2 динозаврика. Ну, они у меня такие разные получились. Смотрите. Вот этот у меня из Ярнар Дольче. И пряжа такая какая-то жестковатая была из остатков. Там, знаете, у меня, ну, в общем, давний моточек лежал. И я думаю, ну, как раз вот на одну игрушку хватит. И вязала, и смотрите, даже голова такая вот, видите, побольше получилась. И сама игрушка такая жесткая. Ну, уже перевязывать не стала, я думаю, как бы, даже не в одни руки, как бы, будут, а там продадут. Поэтому так оставила. Ну, так, конечно, если одному ребенку, то я бы, наверное, перевязала. То одному, как бы, маленький получается, другому большой. Вот. Такие малыши навязались у меня. Так, львят показала. Собачек показала. Кто-то у меня еще был. Так. Ну, что-то я по готовым работам не помню, что у меня там. Вроде бы ничего больше не было. Но по ощущениям, что вроде чего-то больше так вязала. Это у меня еще параллельно вяжется заказ, но, честно говоря, у меня не очень большие успехи, потому что, ну, в общем-то, надо и другому заказчику вязать. Там просто очень срочно надо, а здесь как бы сроки у меня такие смазанные. Вот, поэтому я так потихоньку вяжу, но я надеюсь, что там я буду вязать где-то числа до 23-го, да, а потом у меня будет куча свободного времени от заказа, потому что, ну, там уже почта не так работает, и, в общем, туда не надо будет вязать, я буду сюда вязать. Ну, в общем, кто понял, тот понял. Вот, ну, вот немножко так совмещаю, и у меня получилось связать 5 зайчиков. Сиреневый, голубенький, вот такой вот пудровый, мятненький, глиттерные глазки. Все, здесь не хватает вышивки еще, там бровки, не знаю, что там, пупочек, по-моему, вышивается. В этом заказе тоже у меня там длинный список, но, в общем, я так не спеша вяжу. Конечно, надо было уже побольше связать, но не получилось. Нужно и ремонт делать, и заказы, и вообще, в общем, вы поняли. И еще вот такой вот мишка у меня, но еще заготовка не доделана, поэтому, в общем, не стала показывать. И вот такой вот заяц. Вот здесь еще без утяжек, без ничего. Такой черненький. Вот. Я ему еще хвостик не пришила. В общем, лежит у меня здесь все. Немножко пришлось отложить. И еще у меня есть ушки, но мне кажется, что я в каком-то из видео кусочки показывала, что у меня есть заготовочки. Таких цветов у меня будут девочки связаны тоже, эти зайчики. Кстати, не сказала, это автор Екатерина Караманова.
Тоже платный мастер-класс. Ну, как вы заметили, у меня часто сейчас по платным мастер-классам. Ну, я в одном из видео объясняла, почему так. Вот. Такие вот делишки. Много там надо чего связать. Но, к сожалению, не успеваю. Да. Так. И еще то ли процесс, то ли не знаю, ну что. Ну, в общем-то, начала вот такое вот дело. Так, быстренько все напряглись и подумали, что это может быть. Вот. В общем-то, это мне нужно за 2 недели будет связать игрушки, которые нужны к Новому году. В общем, вот такое вот количество шарфиков. Да, это шарфики. Слава богу, это не ошейники, потому что столько собачек бы я не связала. Вот. И, в общем-то, не буду говорить, сколько здесь. Ну, видите, как бы много. И это все будет игрушечки. Я очень надеюсь, что у меня все получится. Я все успею. Ничего криминального не случится. И я все свяжу. Вот. Но специально начала с такого, как сказать, ну, с такого простенького, да, и знать, вот сколько у меня здесь шарфиков, столько у меня должно получиться игрушек. Сегодня вот спрячу кончики, начну вязать, и вот каждому буду повязывать. И когда закончатся мои шарфики, значит, заказ мой закончен. Вот. Такие вот дела. Ну что, вроде бы я все показала, все рассказала. Может быть, что-то, конечно, и хотелось раньше рассказать, но уже как бы время прошло и не актуально. Поэтому как-то так. В общем-то, на этом все. Спасибо вам огромное за просмотр. Спасибо, что вам интересно, что я здесь творю, что вы смотрите, комментируете. Спасибо вам огромное. И надеюсь, что мы увидимся еще в одном видео до Нового года. Что я не буду надолго пропадать, хотя, судя по количеству вот этого всего, вряд ли я буду что-то снимать и монтировать. Но, конечно, результат я постараюсь показать. Вот. Хотя бы фотографии, какие-то маленькие кусочки видео, но что-нибудь все равно запечатлю. Все, спасибо вам большое и всем пока.